Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Главное». В студии Вестника Кавказа Гия Саралидзе, Марина Лагутина. Обсуждаем сегодня новости Южного Кавказа за начало года. И сегодня у нас в гостях главный редактор Международного информационного агентства «Тренд» Эмин Алиев. Ну и начнем с ужасной трагедии, которая произошла в конце прошлого года. Крушение самолета азербайджанских авиалиний, который следовал из Баку в Грозный. Благодаря героическим действиям экипажа самолет удалось посадить в 3 километрах от Актау в Казахстане, и благодаря этому выжило 28 человек из почти 70, которые находились на борту. Расследование продолжается до сих пор, но предварительные результаты дали основание полагать, что борт подвергся воздействию извне в небе, когда самолет подлетал к аэропорту Грозного, над которым в то время работали средства ПВО, так как была атака украинских беспилотников. Российский президент Владимир Путин извинился перед президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым за то, что инцидент произошел в небе над Россией, на территории России. Однако президент Азербайджана Ильхам Алиев в своих заявлениях подчеркивал, что был разочарован действиями российской стороны, которая изначально отрицала свою вину. И хотелось бы сегодня поговорить о том, как нам сохранить те добрые, дружеские отношения между странами, которые в последние годы поднимались только наверх и были на очень высоком уровне, как нам не разжигать какую-то межнациональную рознь, а просто двигаться дальше и дать следствию возможность во всем разобраться и дальше принимать меры. Эмин, пожалуйста, вам слово. Прежде всего, я хотел бы отметить, что отвечая, если говорить прямо на ваш вопрос, как сохранить и как не дать разрастаться напряженности, возникшей, возможно, из-за случившегося с самолетом Азал, здесь нужно отмечать сразу несколько факторов. И, с одной стороны, конечно, важнейший из них – это расследование и наказание виновных. Президент Азербайджана уже говорил об этом неоднократно, и путь решения проблемы уже очерчивал. Речь идет о наказании виновных, о выплате компенсаций и о признании ответственности за случившееся. Собственно, вы и сами сейчас вкратце об этом сказали. Потому что понятно, что в первые дни, в первые часы после трагедии, возможно, была какая-то раскоординация, возможно, потребовалось какое-то время на то, чтобы сориентироваться, но, тем не менее, времени с ЧП произошло достаточно много, и, собственно, Азербайджан и азербайджанская общественность, и глава государства ждут ответов на вопросы. Мы, насколько знаем, черные ящики, бортовые самописцы упавшего Эмбрайера уже расшифрованы. Сейчас специалисты занимаются извлечением и интерпретацией данных оттуда. И, безусловно, до конца месяца появятся первые отчеты, первые рапорты, на основании которых можно будет уже о чем-то однозначно говорить. Безусловно, оговорюсь, конечно, итоги подведет следствие, которое затянется, возможно, на несколько месяцев, а то и лет, для установления всех обстоятельств гибели азербайджанского лайнера. Но так или иначе, ответы на вопросы мы узнаем. И второй фактор, который я хотел бы отметить, это фактор разной степени адекватности голосов, которые раздавались и раздаются на фоне того, что происходит, и не только не помогают снять вот эту напряженность и избежать каких-то ненужных разногласий или излишней напряженности в этих отношениях наших, но и только добавляют масло в огонь, как мы, достаточно просто открыть разного рода телеграм-каналы, социальные сети, чтобы увидеть, как те или иные, чаще всего связанные с нашими недоброжелателями, я сейчас и про недоброжелателей Азербайджана, и про недоброжелателей России, связанные с этими кругами люди начинают подбрасывать масло в огонь, начинают разжигать
как это сейчас принято говорить, начинают поливать грязью, оскорблениями. Все это никому чести, безусловно, не делает и уж точно ни к чему хорошему в перспективе привести не может. Хочется надеяться, что стороны проявят политическую мудрость и не будут обращать внимание на разного рода индивидуумов, скажем так, которые позволяют себе подобное поведение. Но, опять же, возвращаясь к вашему вопросу о том, как не допустить разлада в отношениях между Баку и Москвой, достаточно просто. Нужно заставить замолчать тех, кто не может следить за языком, и наказать виновных в том, что случилось 25 декабря в небе над Грозным. Спасибо, Эмин. Гия? Да, здесь я с Эмином соглашусь, что, конечно, эту трагедию, безусловно, используют недоброжелатели. Вот здесь удивительным образом, да, там как британская пресса еще не было даже приблизительно, не то что выводов, а еще что случилось, еще не совсем было понятно. Они уже, значит, писали об этом как чуть ли не о злонамеренной акции России против азербайджанского гражданского самолета. Вот. Понятно, что идут боевые действия, и не только на территории там, бывшей Советской Республики Украины, но и подвергаются атакам российские города. Вот. И понятно, что случаются, и насколько я знаю, было несколько чрезвычайных происшествий. Слава богу, не все они заканчивались трагически, но вот в данном случае произошло так. Расследование, безусловно, должно вестись. Насколько я знаю, оно ведется. И сейчас российскую сторону в затягивании обвинять, мне кажется, не совсем корректно, потому что расследование ведут международные организации. В данном случае Россия только предоставляет там, данные, которые должны быть. Насколько я знаю, все данные переданы. Если нет, значит, об этом надо сказать. Вот, знаете, даже в новейшей истории взаимоотношений России и Азербайджана бывали случаи, которые, да, там, так или иначе были связаны с трагическими событиями, вот, в том числе и в небе. Вот, да, там, и приносились извинения, и страны, и их руководство находило возможность, да, идти дальше и развивать отношения. Я думаю, что и в этот раз будет так. Точно нельзя Россию заподозрить в злонамеренном, да, использовании там, оружия против гражданского самолета. Были ли там нарушены какие-то протоколы, когда вводился вот этот ковер, так называется вот это, да, там, специальные меры при атаке вот, беспилотников там, или воздушных каких-то судов. Вот, правильно ли действовали наземные службы, военные в данном случае. Это все надо, конечно, выяснить. Вот. И, безусловно, конечно, виновные должны быть наказаны в зависимости от степени их вины. Вот. Это здесь не может быть других, конечно, значений. Собственно, об этом и президент России говорил, когда приносил свои извинения. Президенты 2 или 3 раза даже уже созванивались, по этому поводу говорили. Напряженность, безусловно, есть, особенно она в общественном сознании. Понятно, наверное, там и общество Азербайджана требует ответа, да, на какие-то болезненные вопросы, но другое дело, там, требует наказать. Прежде чем наказать, нужно установить вину, кто виновен и в какой степени. Только тогда могут быть наказаны виновные. Вот с компенсациями здесь проще, наверное, есть пострадавшие. Кстати, пострадавшие ведь граждане разных государств, в том числе и России. Вот, поэтому, что касается компенсации, там и тем пострадавшим семьям, вот, чьи члены там оказались либо погибли, либо получили ранения. Вот. Я думаю, что вот как раз вот здесь не мешало бы действовать более четко и более быстро. Как раз президент Азербайджана Ильхам Алиев говорил о том, что да, там, мы требуем извинений, расследования, но понятно, что самолет был подвергнут вот этой вот атаке с земли не специально.
Хотелось бы еще немного поговорить, как раз вот затронули тему о том, что раздаются голоса и о том, ну, как бы, которые подливают масло в огонь. Но было очень много людей и был большой отклик в российской стороне, в России от обычных людей, которые приходили к посольству, к представительствам Азербайджана в разных городах, приносили цветы, игрушки, выражали свои соболезнования. Вот, Эмин, хотелось бы про это немножко поговорить, о том, почувствовали ли вы со своей стороны, с азербайджанской, о том, что все-таки была поддержка азербайджанского народа и было сочувствие, были извинения со стороны, ну, не только России, Казахстана и вообще международный такой отклик. На самом деле, как и любые трагические события, такие инциденты и такие происшествия обычно приводят к некой консолидации. Консолидации обществ, сообществ, семей, каких-то профессиональных объединений и так далее. И этот случай, к сожалению, не стал исключением. В том смысле, что и азербайджанское общество в очередной раз консолидировалось вокруг этой катастрофы, вокруг жертв, вокруг людей, которые пострадали, и вокруг Ильхама Алиева, который стал отстаивать интересы тех людей, которые в этом всем пострадали. Мы увидели, конечно, реакцию простых людей буквально со всего постсоветского пространства. Это видно было даже по публикациям в социальных сетях, это было видно по комментариям. Я сейчас опять же говорю о обычных живых людях, не о ботах, кем-то запущенных и кем-то оплаченных, а о настоящих жителях той или иной страны. Мы увидели огромную реакцию из Казахстана, и на самом деле это такой очень критический, наверное, был важный момент для многих, кто непосредственно выжил в ходе крушения, потому что первыми на месте событий оказались как раз-таки совершенно, на первый взгляд, неподготовленные к спасательным операциям, тем более такого рода люди. Это работники электросетей, работники нефтяных предприятий, местных в Мангистауской области Казахстана, как раз работавшие неподалеку от Актауского аэропорта, которые буквально, ну, они, во-первых, и сделали первые свидетельства крушения лайнера. Все вы видели эти кадры, естественно. Они же первыми оказались на месте происшествия, даже раньше спасательных служб, которые действительно очень быстро прибыли к месту аварии. И они же оказывали буквально самую первую помощь, заключавшуюся буквально в физическом выносе выживших из разбитого фюзеляжа и так далее и тому подобное. И мы, безусловно, видели реакцию наших казахстанских друзей на то, что происходит. Мы видели все эти публикации, мы видели, какой заботой, какой поддержкой были окружены наши соотечественники в те дни, когда они там находились, пока они были в Актау, пока они не были перевезены в госпиталь в Баку. Поэтому, да, конечно, я согласен с вами в том, что реакцию простых людей, как и следовало, наверное, ожидать. Я не вижу в этом ничего неожиданного, если честно. Это нормальное человеческое поведение. Оказать сострадание, помочь. И в целом я уверен, что, наверное, не дай, конечно, Бог, но если бы нечто настолько трагическое случилось бы в любой из наших стран, то реакция живущих в Азербайджане людей была бы абсолютно такой же. Гия, ну вот вы как тоже, мы обычные люди, да, то есть мы не политики, не военные, и я помню тоже свою реакцию на эту трагедию, просто такой шок. И, конечно, мы выражали соболезнования и на Вестнике Кавказа, и просто как обычный человек я писала там, своим друзьям в Азербайджане. Вот вы думаете, как вы почувствовали эту ситуацию? Не, ну трагедия — это всегда трагедия, что говорить, тем более в таких обстоятельствах, которые произошли. Вот, безусловно, ну, обычные человеческие чувства в данном случае, потому что кто-то потерял близких людей, понятно, что кто-то
родственников и так далее. И та реакция, которая происходит на это, она всегда, как бы человеческая. Понятно, что есть выродки и ублюдки, которые используют это для того, чтобы оскорбить, там, бередить посыпать эту рану солью, там, и, не знаю, еще что-то. Это такие нелюди. Вот. И, конечно, они там в значительном меньшинстве. Есть люди, которые, в общем, тоже там заслуживают различного рода эпитетов, не совсем цензурных, которые используют это там для политического пиара там, или для нагнетания, или вот для того, чтобы вбить, да, там, вот эти клинья в взаимоотношения стран, которые тут же начинают использовать это как раз для того, эту трагедию для того, чтобы там заработать либо политически, кто-то просто для того, чтобы там каких-нибудь подписчиков набрать в социальных сетях или еще, с разными целями это делается, но одинаково противно, конечно, на это смотреть. Но реакция большинства нормальных людей, она однозначна, конечно, сопереживание, соболезнование, безусловно. Мы еще раз приносим соболезнования семьям погибших и всем пострадавшим и желаем тем, кто восстанавливается, здоровья и надеемся на справедливое расследование. Если возвращаться к политике, то на днях во вторник президент Азербайджана Ильхам Алиев дал большое интервью местным телеканалам, и в основном внимание было уделено внешним связям страны с разными странами, и там США, Евросоюз, Армения, Иран, Франция. Интересно, что про Россию не говорили. Именно, как вам кажется, это же тоже, как я восприняла, не знаю, может быть, у вас другое мнение, что это тоже направлено на сглаживание ситуации, на сохранение отношений с Россией, чтобы пока не бередить эту тему. Как вы считаете? Я бы сказал так. Тема России поднималась главой государства в последние дни достаточно часто. И глава государства неоднократно высказывался в последнее время и об отношениях с Россией, о перспективах. Я сейчас не только о катастрофе самолета «Азал», сбитого над Грозным, я сейчас в целом об отношениях между Баку и Москвой. Поэтому, мне кажется, нет ничего удивительного в том, что в интервью, посвященном итогам года, эта тема не поднималась, хотя бы потому, что она поднималась всю предшествовавшую этому интервью неделю. И непосредственно до Нового года, когда все это случилось, и далее господин президент несколько раз комментировал все происходящее. Конечно, да, может быть, имеет место быть и тот фактор, что сейчас обсуждать перспективы отношений с Россией и в целом ситуацию без привязки к случившемуся в Грозном не получается. А в привязке к тому, что случилось, это все было сказано уже не раз. Поэтому, наверное, действительно логичнее подождать до результатов расследования, подождать, пока спадет та самая напряженность, о которой мы с вами говорили, и затем уже говорить о чем-то новом. В то же время, совсем недавно глава государства характеризовал азербайджано-российские отношения и говорил о них в достаточно позитивном ключе, поэтому мне кажется, что при правильном разрешении той ситуации, которая сейчас сложилась, отношения между Баку и Москвой будут продолжать развиваться поступательно и эффективно. Но, конечно, да, большая часть интервью главы государства была посвящена международной повестке, потому что так или иначе даже наша внутренняя повестка во многом связана была в прошлом году именно с международными событиями, поэтому в том, что Ильхам Алиев уделил большую мысли, посвятил именно международным, именно внешнеполитическим вопросам, мне кажется, тоже довольно логично. Вывод какой мы можем сделать, что в целом, да, это ужасающая трагедия, но, как мне кажется, очень сильно переживать за наши отношения не стоит, и, как Эмин сказал, они продолжат развиваться, то есть у нас уровень безусловно, высокий. Я скажу так, безусловно, это трагедия, безусловно, нужно с ней разбираться. Я не вижу причин, по которым там будут как-то итоги этого расследования, да, какими бы они ни были, в том смысле, что я абсолютно уверен, что, конечно же, это стечение обстоятельств трагических, да, может быть, чья-то халатность или чья-то, но точно не злая воля.
Вот. Ну, надо дождаться, потому что когда мы говорим о этом, я точно не специалист в таких вещах, вот, и надо дождаться, когда специалисты скажут о том, что произошло, сделают выводы. В любом случае, ну, при даже такой страшной трагедии она не может взаимоотношения двух стран, да, которые связаны огромным количеством и обязательств, которые, и договоров там, и так далее, оно не может стать заложником этого, эти отношения вот, трагедии, безусловно. Ну, это на мой взгляд, вот, при всей трагичности этой ситуации. Вот. Что касается, почему не было, почему действительно обходили там стороны, ну, то есть говорили, но не так много, ну, я здесь с Эмином согласен. С одной стороны, конечно, это то, что эта тема была отработана уже, и много раз об этом говорилось. Во-вторых, ну, зачем лишний раз да, повторять то, что уже было сказано. Поэтому ну, вот как раз в части заявлений президента Азербайджана по поводу других вещей, да, там, и в частности взаимоотношений с Арменией, вот там было действительно много нового, честно говоря. Ну, во всяком случае, тональность. Ну вот как раз, может быть, об этом и поговорим, о том, как президент Азербайджана ну, там, заявлял о том, что раз им не нужен договор, то и нам особо не нужен этот мирный договор, то есть мы не будем ну, всеми силами в него цепляться, потому что прежде всего этот договор нужен армянской стороне. И о том, что вооружение Армении очень сильно ставит под угрозу безопасность региона. Вот, Эмин, пожалуйста, ваши комментарии. Мы с вами, кстати говоря, уже не раз эту же мысль повторяли, когда обсуждали армяно-азербайджанскую нормализацию. Безусловно, Азербайджану мирный договор нужен, но Армении он нужен больше. Хотя потому, что наша экономика не завязана на одну единственную, не самом лучшем состоянии находящуюся трассу на российско-грузинской границе. Весь наш транзит не завязан на климатические условия вокруг КПП Верхний Ларс и так далее и тому подобное. У нас все в порядке с транзитом, у нас все в порядке с системой наших отношений с нашими соседями, у нас налажены партнерства. Экономика страны 35 лет находится в состоянии, когда у нее не просто нет мирного договора с Арменией, у нее с Арменией нет никаких отношений, раз. Больше того, 20 с лишним лет из этих 35 азербайджанская экономика параллельно и пытается развиваться, и развивается, и борется сначала с армянской оккупационной политикой, затем борется с проблемой размещения и устройства быта почти миллиона беженцев и вынужденных переселенцев. Параллельно при этом работая так, как работает экономика, не воюющей, не столкнувшейся с оккупацией, не столкнувшейся с потоком беженцев страны. И уже сейчас можно говорить о том, что в принципе экономика страны с этой ношей справилась, экзамен этот сдала, и несмотря на 30-летнюю историю Нагорно-Карабахского бывшего конфликта, показала, что она способна развиваться и вытянула страну на тот уровень, на котором она находится сейчас. Вопрос, а зачем нам тогда мирный договор с Арменией? Ведь проблему оккупации своих территорий мы решили. Проблему беженцев, естественно, тоже. Главный груз, который висел на всей азербайджанской экономике, буквально на всех ее отраслях, начиная от нефтегаза и заканчивая выпуском мягких игрушек даже, если весь этот груз был снят. Зачем нам мирный договор? Ради еще одной транзитной возможности? Да, возможно. Ради сухопутной связи с Нахчеванской автономией? Да, возможно. Но это не означает, что без этого мирного договора мы не мыслим своего существования дальше, экономика страны остановится, транзит остановится, и в целом мы не будем знать, как же нам дальше теперь жить. Да нет, абсолютно. С армянской стороны там картина совершенно иная. Те возможности и тот потенциал, который для армянской экономики представляет открытие границ с Азербайджаном и с Турцией, ничего больше в этой вселенной, во вселенной реальной, а не в той, в которой
мечтают жить армянские идеологи, ничего большего для их экономики в ближайшие десятилетия не предвидится. Лучшего варианта для них просто не будет. Для них это действительно огромный шанс. И да, безусловно, я рад, что в Армении все больше голосов, которые звучат все громче, голосов, понимающих о том, какие это перспективы и какие это возможности. Но мы были бы рады, если бы эти возможности осознало бы и приняло бы как армянское руководство, так и большая часть армянского истеблишмента, людей, что называется, принимающих решения, потому что именно в их интересах в том числе заключить мирный договор как можно быстрее, потому что это откроет дорогу для экономики, это откроет дорогу для бизнеса, это откроет дорогу для трансграничного сотрудничества, для новых форматов, для, в конце концов, раскрытия потенциала армянской экономики, того потенциала, который 30 с лишним лет лежал камнем, под камнем, простите, их собственной политики, их собственного оголтелого национализма и той агрессии, которую они воспроизводили в отношении Азербайджана. Поэтому-то им, безусловно, договор нужнее. Это не означает, что он не нужен нам, он нам тоже, в принципе, нужен. Но если ставить вопрос, а для кого нынешняя ситуация хуже, для Азербайджана или для Армении, против кого сейчас играет время? Конечно, время сейчас играет против Армении. А что касается Зангезурского коридора, да, это цель, которая должна быть достигнута, потому что, в принципе, это, конечно, нонсенс. Ты едешь с территории своей страны на территорию своей страны и проходишь пограничную таможенную процедуру. Ну, не жителям Российской Федерации с Калининградской областью в составе мне объяснять и рассказывать, как должны происходить эти процессы. Я уверен, вы их понимаете гораздо лучше, чем многие эксперты и аналитики, которые пытаются комментировать события в нашем регионе. Суть коридора в том, чтобы обеспечить беспрепятственный, самое главное, безопасный путь для транзита людей и грузов. И на самом деле Армения, конечно, очень сильно триггерится, как это сейчас принято говорить, на слово «зангезурский» и на слово «коридор», но даже запуск Зангезурского коридора был бы на пользу той же самой армянской экономики. Они очень много говорят о неопределенности, которая возникает для Сюникской области Армении. Это область на юге страны, через которую как раз и должен проходить, и в советское время и проходил автомобильный железнодорожный маршрут, соединявший Азербайджан с Нахчеванью. Они очень сильно волнуются за судьбу этой Сюникской области. Между тем, Сюникская область, она одна из таких очень странных, если анализировать армянскую экономику. С одной стороны, там очень хорошее производство, там Зангезурский медно-молибденовый комбинат, и все замечательно. С другой стороны, экономика этого региона мертва без этого комбината. Это даже не градообразующее, а регионообразующее предприятие для целой области Армении. Неужели в Армении нет человека и нет людей, которые не понимали бы, что запуск транзитного коридора, транзитного маршрута между Азербайджаном и Нахчеванской автономией оживил бы экономику этого региона? Ведь если завтра обвалятся цены на продукцию, на медь и на другую продукцию этого Зангезурского комбината, или если с этим производством что-то случится, или изменится мировая конъюнктура, вся экономика от целого армянского региона вымрет. Хотя бы с этой точки зрения, если уж они так сильно беспокоятся за судьбу одной из своих областей, стоило бы задуматься о том, какие профиты, какие выгоды и преференции принесет налаживание реальных экономических отношений с Азербайджаном для армянской экономики. Возможно, тогда вот эта ядовитая парадигма, которая не дает ни им нормально жить, ни нашему региону в целом нормально развиваться, возможно, тогда эта парадигма ушла бы в небытие гораздо быстрее, и нам с вами было бы гораздо проще и позитивнее обсуждать те процессы, которые происходят на Южном Кавказе сегодня. Спасибо, Эмин. Ну, Гия, что вы услышали нового из речи Ильхама? Нет, я Гейдаровича? услышал нового, это как раз тональность, да, которая была, в общем, по сравнению с другими выступлениями президента, которые я и в том числе и вживую там слышал, она была более жесткая, она была такая довольно серьезно жестче, чем это было раньше. Ну, дипломатия вещь такая, да, там, вот, где-то надо быть мягче, где-то жестче.
Что касается подписания мирного договора, да, я согласен с Эмином, мы это обсуждали и не раз в наших эфирах, что, конечно, вообще проигравшей стороне, да, в войне, ей всегда мирный договор нужнее, чем победителю. Это, исторический факт такой. Это с одной стороны. С другой стороны, понимаете, на мой взгляд, Азербайджану тоже, конечно же, Азербайджан заинтересован в мирном соглашении. Во-первых, это будет очень серьезная внешнеполитическая победа, которая во многом лишит аргументов тех стран и тех политиков, которые ставят в укор, да, Азербайджану какие-то не такое поведение, там, агрессивность там, и так далее. И, в общем, с точки зрения международной, ощущения в международном, да, там, своем, на международном треке, конечно, Азербайджан бы много выиграл, если бы такое мирное соглашение было бы подписано. С другой стороны, понимаете, мирное соглашение — это не гарантия, конечно, того, что не возобновятся военные какие-то действия, но, во всяком случае, с подобным документом всегда, в общем, проще. Да? Возможность вооруженного конфликта все-таки отодвигается, хотя, еще раз подчеркну, не является гарантией этого. С другой стороны, нужно ли, насколько это необходимо Армении, здесь я абсолютно со всей аргументацией именно согласен. В очень тяжелом геополитическом положении находится небольшая страна с небольшой экономикой, завязанной действительно на вот этот путь через Грузию, который там закрывается там, регулярно, да, там всегда вот даже ресурсы, интернет-ресурсы грузинские, которые в ежедневном режиме, значит, рассказывают, где можно проехать, где нельзя, каким автомобилем и так далее. Вот. Есть там планы с помощью китайских инвесторов сделать другую транскавказскую магистраль, но это пока еще из разряда таких прожектов. Вот. Поэтому, конечно, Армении требуется и мирное подписание, и интеграция в те транспортные пути там, и так далее. И решение, конечно, этого вопроса с Зангезурским коридором, или, в общем, неким путем пускай, да, потому что действительно на слово коридор очень такая реакция. Понимаете, вот сейчас вот этот процесс подменяется таким, на мой взгляд, абсолютно такой псевдоактивностью, вернее, активность настоящая, цель псевдо — это вступление в Евросоюз. Вот Пашинян заявил тут, буквально сегодня, по-моему, о том, что сейчас вот может быть референдум пройдет, и вот всенародно они проголосуют за вступление в Европейский Союз. У меня один вопрос всегда. Да? Вот карту разворачиваешь, да? Там находишь маленькую точечку, которая на карте, да, там, и пытаешься провести пути, как эта страна будет с Европейским Союзом взаимодействовать. Я пока не нахожу возможностей, да, особенно не решив свои проблемы с соседями. Вот. Вообще это будет, учитывая завязанность экономики на Россию армянской, да, которая 30 лет, в общем, это делалось, и многие-многие другие, и географическое положение прежде всего. Для меня это загадка. На мой взгляд, это абсолютное такое шапито, да, такое политическое, которое должно прикрыть вот те действительно важные вещи в политике, которые бы вообще Пашиняну сейчас нужно решать. И прежде всего, конечно, это нормализация отношений с соседями. Спасибо большое, Гия. Спасибо огромное за этот интересный разговор. Напоминаю, что сегодня у нас был в гостях главный редактор международного информационного агентства «Тренд» Эмин Алиев. Эмин, спасибо, что поговорили с нами.